Граждане Республики Беларусь, наша страна стала плацдармом для ведения войны с братской Украиной. Также сегодня мы фактически находимся под оккупацией, а вооруженные силы Беларуси, силы правопорядка, государственный аппарат не контролируют территорию и не принимают никаких мер ни для защиты нашей страны, ни для остановки ведения военных действий против Украины с территории Беларуси. Режим Лукашенко несет за это всю полноту ответственности. Мы, граждане Беларуси, против оккупации и против войны. Однако уже сегодня глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в своем официальном письме так называемому главе Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лапо заявил следующее. Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положениями международного права, элементарными нормами человеческой моралью и ценностями жизни. Мы не хотели войны, но вместе с российскими солдатами из нашей страны война пришла в дом братского нам украинского народа. И сегодня каждый из нас не имеет никакого морального права об этом молчать. Да, уже 1,5 года мы переживаем самые массовые со времен сталинизма репрессии в нашей истории. Но наши соседи сегодня переживают войну, и мы не имеем права бездействовать. Мы не имеем права допустить, чтобы наш народ считался причастным к войне против наших братьев, украинцев. И потому я призываю каждого сознательного гражданина Беларуси. Первое. Присоединяйтесь к активному распространению правдивой информации. Рассказывайте правду и выражайте свой протест против войны в социальных сетях. Печатайте и распространяйте антивоенные и антиоккупационные листовки. Делитесь информацией друг с другом, с людьми старшего поколения. Используйте сарафанное радио. Второе. Распространяйте информацию о едином плане демократических сил на завтра. Каждый белорус должен узнать, что мы намерены использовать так называемый референдум и приход на участки к 14:00 как точки сбора и легальное основание находиться на улицах для антивоенного протеста. Речь больше не про референдум. Речь о судьбе нашей страны и о том, позволим ли мы замазать нас в крови. Третье. Выводите все деньги из банковской системы режима Лукашенко. Четвертое. Присоединяйтесь к народной разведке. Фиксируйте все передвижения войск, обозначения, техника, классы техники, количество, бортовые номера, направление движения и время. Сообщайте об этом инициативы «Белорусский Гаюн» через чат-бот в телеграме «Матолькабот». Пятое. Если вы чувствуете в себе силы и смелость, то блокируйте дороги в направлении границы с Украиной для недопущения вооруженных сил с территории Беларуси в Украину. Сейчас, в этот момент, когда вы слушаете мое обращение, с территории Беларуси осуществляются артиллерийские обстрелы городов Украины. Гибнут такие же люди, как мы с вами. В этот момент в метро Киева или Харькова сидят женщины и дети, прячутся от обстрелов. Можем ли мы смириться и бездействовать? Поэтому сопротивляйтесь, действуйте, боритесь. Нет войне.